Приветствую вас. Этот расклад — послание вашей души. Пусть ваша душа расскажет мне про вас. Какая вы? Итак, ваша душа говорит: у вас непростой путь. Вы от мужской энергии переходите в свою женскую проявленность, раскрываете свой женский потенциал. Вы пришли в это воплощение и немножко не поняли, да, что тут происходит. Какие-то жесткие законы, патриархат, правила. И вы немножко растерялись даже в какой-то момент. Но вы очень сильная личность, и вы приняли эти правила игры. Вы, возможно, хорошо учились или самообразованием занимались. То есть вы познавали материальные аспекты этого мира, не только духовные. Хотя духовные тоже присутствуют, вы их использовали как внутренний компас, да, чтобы совсем не очерстветь в этом мире. То есть вы еще проходили какие-то обучения или практики, которые позволяли вам иногда соединяться все-таки со своей душой, чувствовать свою легкость, свою бесконечность, свою волшебную часть. И вот вы такая или такой, да, такая королева в доспехах мужских, так скажем, с холодным разумом, с ясными, четкими целями. То есть, в принципе, казалось бы, отлично вписались в современный мир. Но пока вы развивались, получали какие-то опыты, вы начали понимать, что иногда ваши желания вдруг исполняются каким-то чудесным образом. Вам встречались люди волшебные, которым буквально можно было не верить своим глазам, что происходило, да, какая от них шла аура, энергетика. Вот эта часть в какие-то моменты все-таки перечеркивала магию и волшебство и говорила: нет, подожди, нужно следовать правилам, жестким, быть сильным, добиваться своих целей. Но душа вела вас по пути гармоничного и целостного развития. А это значит, что материальное и духовное соединяются. И только так человек способен раскрыть весь свой потенциал, стать счастливым. И вы пришли к этому осознанию, оно у вас есть. Вы почувствовали, что вам не хватает второй части энергетики — раскрыть творческую часть, женскую часть, которая принимает, а не только добивается. И эта часть, она уже есть в вашем поле. Ваша женская, проявленная, принимающая, изобильная часть. Вы ее чувствуете. Вы стали чувствовать себя лучше, когда начали обращать на нее внимание. Вы иногда ощущаете себя вот как маленькой девочкой, у которой нет забот, которая еще
Не нужно зарабатывать деньги, не нужно какие-то обязательства выполнять, которое может себе позволить просто вот почувствовать свою, ну, свою кайфушность какую-то, что я просто есть. Это так здорово. Какое послание здесь и сейчас ваша душа хочет вам передать? Вы прямо попали в точку. Вы действительно соединяете духовное и материальное. Вы находитесь в прекрасном балансе. Ну, просто ангелом становитесь. Смотрите. То есть вы одной ногой стоите в материальном мире, а второй в духовном. И используете эти блага для реализации своих идей, своих. То есть у вас и чувства включены, и сердце открыто. Вы, можно сказать, слышите свой внутренний голос, свою интуицию, третий глаз. И прекрасно, смотрите, путь в королевство вашей жизни, он открыт, дорога есть. Вы просто потрясающая личность. Зачем вам вообще расклады? Так, хорошо. То есть душа довольна своим пребыванием на этой земле. Я так понимаю. Душа передает вам, что еще есть много задач. И есть энергия на их реализацию. То есть то, что сейчас приходит в ваше поле, какие-то желания, стремления, они обречены на успех. Они заряжены, они энергичны, они вектором прям стали. Это уже не та позиция, как было раньше в этом тяжелом мужском мире, иерархичном, да, с жесткими правилами. Сейчас вот в таком положении, когда ваши намерения, они прям стрелой запускаются в пространство и приносят результаты. Да, уходите вот от этой такое, это что-то из рода даже шло, возможно, когда нужно все сохранить, да, сохранить как-то вот под подушку спрятать, там как-то куда-то вот что-то на потом, на тот момент, когда вдруг будет не хватать, да. Вот это то, что обратная сторона изобилия, да, вот они даже вышли друг под другом. То есть это то, что немножко откатывать может назад. То есть когда энергия такого дефицита начинает просачиваться, сразу обратите на это внимание и что-то сделайте. Сделайте какую-то медитацию. Ну, у вас уже есть способы, раз уже вы к этому состоянию пришли, свои, да. Либо это кто-то прям, кому-то книги очень хорошо помогают переключиться на изобилие, то есть какие-то духовные книги. Кстати, вот книгу, да, могу посоветовать «Разреши себе быть богатым». Прекрасная книга, потрясающая. Она прям очень хорошо переключает вот в это состояние. Ваша душа, да, говорит вам о том, что вот как только этот звоночек вы чувствуете, сразу, немедленно переключайтесь. И тогда ваши намерения реализуются. Это единственное, что их тормозит. Так, из рода, да, это что-то пришло. Ну, может быть, с родом надо поработать вам еще. Поработать с родом или нет? Но у вас есть силы для этого, для того, чтобы поработать с родом, да. Что-то по отцовской линии можно проработать. Такая, знаете, вот генеральная установка по отцовской линии. Вообще отец — это фигура, которая как раз-таки отвечает за нашу и вашу реализацию в этом мире. То есть это то, когда вы получаете фундамент, чувство безопасности о том, что вы способны
творить в этом мире все, что угодно. Вот такое разрешение отцовское, да, вы получаете. Конечно же, многие из нас его не получили, и поэтому приходится самим его добывать, да. Но у вас есть силы сейчас для этого. Давайте прямо сейчас с вами попросим ваших наставников помочь вам получить вот это разрешение. Разрешение на проявленность от Отца. Неважно, жив он или нет, мы на духовном уровне можем связываться с любым человеком в любом воплощении, в этом или в другом, в каком-то, где он сейчас находится, или в прошлом, да, или в будущем. И прямо сейчас высшие силы, да, приведите суть, духовную суть вашего Отца. Вот он буквально перед вами сейчас находится. И скажите ему: папа, я благодарю тебя за жизнь. Я благодарю тебя за все, что ты для меня сделал. Я благодарю тебя за разрешение мне быть проявленной. Я принимаю твою любовь. Я люблю тебя. Я есть. Прошу высшие силы зафиксировать и усилить эту практику, эту проработку. Все, давайте поблагодарим вашего Отца за присутствие и отпускаем его. Послание от вашей души. Ну, посмотрите, как изменилась картина. Какое идет спокойствие, какая идет гармоничная энергия, энергия созидания. То есть это уже другой уровень, это уровень правителя своей жизни. Примите эту силу свою. У вас активированы очень многие вещи, полезные навыки, качества. Вы шикарный человек. И у вас впереди просто огромный потенциал. У вас еще очень большие планы на эту жизнь. Теперь давайте посмотрим вам послание, напутствие от ваших высших сил. Ангел молитвы вышел. Действительно, как можно чаще обращайтесь к своим наставникам, к своим ангелам-хранителям. Кто-то прямо по именам знает, к кому обращаться. Кто-то чувствует присутствие. Да? Это может быть хранители из рода или духовные какие-то ваши учителя. Попросите у Вселенной и ангелов помощи и руководства. Чем больше вы к ним обращаетесь и чаще вот это взаимодействие происходит, тем больше вы получаете. То есть чем больше просите, тем больше получаете. Как это ни странно, да? Вот такая вот закономерность в духовном плане. Волшебная. Благодарю вас за присутствие.